тут на фоне и телевизор где-то слышно, и дети где-то орут. Поэтому, если вы вдруг услышите звуки убийства, не вызывайте, пожалуйста, полицию, спасибо. Полноценочки мои хранятся у меня вот в такой папке из-под акварели. Вообще, я сначала думала, почему никто не делает ничего подобного. Как-то я нигде не видела особо таких видео. Потом до меня дошло, что, во-первых, никто не рисует в традишке. А во-вторых, со скетчбуком понятно, как его снимать. Просто показываешь развороты, а как вот снимать вот это. То есть выглядит вроде не очень эстетично. Ну ничего. Первый на очереди у нас вот такой гратажный воробушек. Его я сделала в универ. По идее, я должна была сделать афорт. Это такая печатная техника, когда на меди вырезается определенный рисунок, потом прорези заполняется краской, сверху кладется бумага, все это отпечатывается под станком. Но так как у меня не было ни станка, ни меди, ни краски для меди, то мне разрешили сделать гратаж, и я сделала вот такого воробушка. И я не знаю, я его так нежно люблю. Почему-то мне так нравится. О, а вот это мое любимое. Если вы не заметили, мне очень нравится вообще образ Медузы Горгоны. У нее, на мой взгляд, очень драматичная история. Я люблю драматичное. И мне как-то в целом очень нравится ее образ. Вообще, вариантов ее происхождения довольно много, но та, которая нравится мне, заключается в том, что, значит, была прекрасная такая девушка, к ней начал подкатывать свои кукунаты Посейдон, и пошла она, значит, искать защиты у Афины, а Афина такая: слушай, у меня офигенная есть идея. Давай я превращу тебя в стрёмное чудовище, тогда Посейдон точно оставит тебя в покое. Тут Персей, познакомьтесь с ним, он переживает не лучшие времена. Здесь у нас теперь еще один грустный мужчина. Еще один, потому что вот ему тоже не очень весело. Это я нарисовала на такой ивент. Я не знаю, кстати, это придумка именно человека, у которого в паблике я делала этот ивент, или это, в принципе, что-то распространенное. Короче, арт-циферблат — это когда 12 художников с одного рефа, ну, вдохновившись одним рефом, рисуют разные картинки. Я, скорее всего, сейчас вам реф не найду, но я постараюсь. Ну, то есть обычно я просто за основу беру позу немножко, и там дальше уже что-то придумываю. Если нет в самом циферблате каких-то требований. Я довольно часто в этом участвую, потому что я в состоянии какого-то перманентного арт-блока нахожусь, чтобы заставить себя что-то делать. Я вот, собственно, участвую в этих циферблатах. И вот такой мужчина. С дырой в груди и печалью на сердце, и с тенью под носом. Это тень, это не усы. На случай, если вам вдруг показалось это не усы. Я эту картинку очень люблю, и мне из-за этого очень грустно, что я обосралась вот с этими листиками. Я их сделала на отвали очень невнимательно, и мне кажется, если бы я получше проработала эти листики, то, ну, это как бы виноградная лоза, то картинка в целом бы выглядела сильно лучше, чем она и выглядит сейчас. Но она мне все равно очень нравится. Мне очень трудно работать с цветом, и поэтому я каждый раз, когда работаю с цветом, это для меня большое событие. Ой, это я в свое время пыталась нарисовать эскизы для наклеек, хотя мне все больше говорят, что похоже на эскизы для татуировок. Мне очень нравится вот это, и все. Вот это мне очень не нравится. А это, вот эту картинку я нарисовала тоже на циферблат, и я тут совместила две мои любимые вещи. Это страдания и накачанных женщин. И получилось то, что получилось. Ой, а вот тут я уже... Это был рисунок на... Инктобер. Я не помню, если честно, что была за тема, но это я нарисовала для Инктобера, это мои персонажи. И если я сейчас найду, то я покажу. В общем, это те же персонажи, что и вот тут. У нее вышла очень всратая анатомия, по-моему, потому что я пыталась типа перспективу сделать, и с перспективой мы дружим не очень. В общем, вот это вот она, Маргарита, и вот это один и тот же персонаж. Ее зовут Кира. Я, может быть, однажды что-то нарисую про них. Я все время, знаете, это мои персонажи, я вам про что никогда про них не расскажу, но не сегодня. И не завтра. И не в ближайшую 100 лет. Ну ничего. А это, я, если честно, вот эту картинку тоже очень люблю. Хотя она изначально выглядела не так. Я ее подрезала. То есть здесь у меня сейчас только часть спины. А она вообще была вот просто на 4-м, по-моему, формате нарисована. Но мне не понравилось, как вышла голова и все остальное. И так что я ее обрезала. Вообще-то это фанарт. Это Шира из Вольтрона. И, тут у меня опять страдающие люди. И как же можно обойтись? Вообще, какой у меня любимый тип персонажей? Мужики, которые страдают. Почему бы и нет? Люблю страдания. Посмотрите Вольтрона. Аллергия. О, эта картинка, господи, как я ее ненавижу. Эта картинка была на Инктобер.
Вообще, у меня, если честно, инктобер для меня это такое немножко мошенничество, потому что я почти все время рисую тушью. Наверное, 95% моих полноценок нарисованы тушью, поэтому у меня вообще круглый год инктобер, так что во времена инктобера я обычно просто рисую тоже. Я рисую просто как обычно, но ставлю так. Вот, и с этой картинкой я возилась целую вечность. Она сначала была нарисована вот вся такими штрихами, а потом она мне ужасно не понравилась, я все закрасила и... Тут я помню, кстати, тема была надежда. И, то есть, тут у меня дама зажигает надежду, но надежда на то, чтобы нарисовать эту картинку нормально, так и не сбылась. Это я не помню. Кажется, это было не на инктобер. Но тут у меня снова страдающие мужчины. Я вообще очень люблю, знаете, эстетику вот эту, когда кого-то там что-нибудь протыкает. При этом я очень не люблю смотреть на такое где-нибудь в кино, например, особенно... Ну, то есть, когда я была помладше, во времена моей молодости, мне как-то было все равно на такие вещи, а вот в последние несколько лет мне прям очень неприятно смотреть на всякую, не знаю, расчлененку в кино где-то или еще, и я очень люблю, как это выглядит в реальной жизни, но вот просто сама эстетика мне очень нравится. И, возможно, я не уверена, если честно, возможно, это я тоже рисовала вот на такой циферблат. И здесь я тоже пыталась как-то применить цвет, и я вот все пытаюсь как-то сжульничать и просто нарисовать рисунок тушью, потом его немножечко раскрасить. Если я найду, я покажу черно-белый вариант, но мне это тоже нравится. Наверное, синий, правда, вышел темноватым. Если бы он был посветлее, наверное, было бы получше. Но, в принципе, что, нормально. О, эта картинка тоже была на инктобер. Я, правда, не помню, какая была тема, но что я пыталась этим сказать. У меня тут картинка со смыслом. Это что-то про юность и зрелость, что в юности у тебя горит огонь, обычно в жопе, но мы тут поэтичными пытаемся быть, но у тебя еще как будто бы нет личности пока. То есть она еще не сформировалась до конца, а в зрелости у тебя уже есть личность, ты при этом обрастаешь какими-то атрибутами, этот твой огонь, он уже перестает быть таким, может быть, искренним. И вот тут сзади яблони, который древо познания. Ну, короче, вы поняли? Я умная, вы поняли? Я умная. Очень умная. Вот это тоже была картинка на инктобер. Тут я вообще уже не помню, что это была за тема. Мне нравится рисовать какой-то надрыв, какая-то эстетика страдания, что ли. И это так забавно, знаете, бывает, когда люди смотрят на картинки и думают, что если человек рисует какие-то страдания, то он вообще бывает какой-то очень мрачный, сумасшедший, но мне кажется, что это не совсем так. Наверное, это говорит все-таки что-то ему в эмоциональном состоянии, но не настолько, насколько можно было бы подумать. О, вот эта картинка, она была нарисована в августе. Тоже, по-моему, была на циферблат. И фишка этой картинки в том, что я понятия не имею, как она должна выглядеть. В какую сторону ее нужно показывать. Вы можете сказать, что это плохо спланированная композиция, но я скажу, что это креативный подход. И тут тоже что-то про смерть, про связь жизни со смертью, типа... Господи, мне так неловко объяснять смысл. Знаете, вот это скрытый смысл моих работ. С одной стороны, потому что я думаю, что если мне нужно объяснять, значит, я хреново нарисовала. С другой стороны, наверное, почти всегда смысл бывает очень неочевидным для всех, кроме автора. Но только если это, знаете, не что-то мега простецкое и понятное, то, наверное, далеко не всегда это бывает очевидно. Но, может быть, это и неплохо. О, это тоже было нарисовано на инктобер, снова Медуза Горгона. Я не знала, что мне нарисовать тогда. Я в любой непонятной ситуации рисую медузу. В общем, вот. А вот это... Ой, если честно, это одна из моих любимых картинок, наверное. Это я нарисовала в сентябре выходит. Наверное, тогда тоже на инктобер. Хотя, может, и нет, не знаю, не помню. Если честно, я ужасно боюсь козлов и баранов, вот этих, короче, копытных, из-за их стрёмных вот этих горизонтальных зрачков, мне кажется, они выглядят реально просто как из ада. Я понимаю людей, которые в средневековье увидели козла и такие, господи, это воплощение сатаны, точно. Я с ними согласна на 100%, они стрёмные. И, в общем, тут такая девушка, и он ей как бы предлагает всякие вещи нехорошие. Нехорошие в смысле, там, душу свою продать, а не то, что вы подумали. Это мой первый и последний, наверное, заказ на Fiverr был. Я нарисовала вот такую Офелию. Это фанарт на фильм
Офелия. Я с таким удовольствием рисовала все вот эти вот малюсенькие деталечки. Я, правда, чуть не сдохла, пока я их рисовала. У меня на эту картинку ушло очень много времени, но мне прямо было очень приятно. И я потом в итоге в фотошопе закрасила вот эти вот, наверное, их тоже надо закрасить и здесь, но ладно. Это перерисую в своем стиле от Mystical Buttons. И я довольно часто принимаю участие в ее челленджах, но она же в основном рисует детей, ну или персонажей, которые выглядят как дети, и это для меня просто каждый раз такой вызов. У меня всегда все выглядят в 4 раза старше, чем они есть на самом деле, и поэтому просто ненавижу, когда меня просят нарисовать портрет, потому что мне выглядят люди старше, потом они обижаются. Ну извините. Ну и в общем, это самое близкое, что я смогла нарисовать похожее на ребенка. И здесь я тоже притворяюсь, как будто бы, знаете, я умею в цвет. Я добавила, получается, всего 2 цвета, выглядит как-то, как будто бы цветно. Это, по-моему, нет, это было не на... это было на Inktober тоже. Я не помню, если честно, какая была тема, но вот тут тоже мне нравится такое сочетание чего-то, не знаю, нежного с чем-то каким-то таким вот демоническим немножко, и вот это вот про вот это. Здесь это, боже, у меня какой-то стартовый набор сатанистки. Почему? Потому что вот эта картинка и еще и вот эта картинка. Эти 2 картинки я нарисовала на... О, у меня тут еще черт какой-то торчит, отлично. Вот эту картинку и вот эту картинку я нарисовала для зина по Гаэти. Гаэти — это, грубо говоря, описание иерархии ада, что бы вы еще подумали. То есть все вот эти истории про там такой-то маркиз ада командует такими-то войсками, я не знаю, может быть, вы слышали про это или нет, это вот все Гаэти. То есть я рисовала 7-го, по-моему, маркиза, он вроде бы маркиз или барон, по-моему, маркиз. А Амон — это демон, который может принимать разные обличия. Одно из этих обличий — это человек с головой ворона и зубами собаки. И что мне в нем нравится, что он вообще-то, он считается, по-моему, таким суровым типом маркизом, но он вообще-то ничего плохого не делает. То есть его магическая функция, когда его призывает колдун, он может открывать будущее и вроде как примирять поссорившихся друзей. Поэтому у меня тут веревочка у него в руках, потому что я где-то вычитала, что вроде бы в средневековой традиции порванная веревка была символом раздора между друзьями, а тут у него целая веревка, потому что он мерит людей, друзей. А тут у нее в руках как бы такой маленький хрустальный шарик, а он ей нашептывает. Еще я потом в фотошопе это потянула, у нее очень сполз глаз. Я не знаю, как я не заметила этого, когда рисовала. Это я рисовала для ТикТока. Там было что-то вроде тренда. Но знаете, когда давайте нарисуем демона, если у вас обои вот такого-то цвета, то вот то-то, если вы родились там тогда-то, то вот то-то. И я вот так тоже нарисовала такую демоницу. Мне просто не нравилось, что там везде были кавайные какие-то девочки, и я хотела чего-то такого более злого сделать, но она все равно вышла, наверное, довольно миленькая. Хотя я не знаю, вот мне это мило, наверное, нормальным людям нет. А вот это когда я в первый раз эту девочку нарисовала. Я, кстати, до сих пор не придумала, как ее зовут. Если у вас есть какие-то предложения, можете их написать. Я не знаю, у меня почему-то в голове Адель, но у меня Адель ассоциируется с певицей, и мне не нравится, в принципе, это имя. Я постараюсь найти рефы, с которых я рисовала, но это было почти год назад. Господи, я почти год назад этой картинки. В сентябре я ее нарисовала, поэтому я не уверена, что я их найду. Это вот к слову о том, как долго меня артблочило, что последние мои полноценки, они где-то были нарисованы... Давно они были нарисованы. И вот это тоже было на Inktober. Вот здесь я помню, я не знаю, по-моему, там тема была крысы, я нарисовала вот таких вот, я не знаю, они, по-моему, вышли очень миленькими, особенно вот это, каких-то крысок, и потом думаю, нужно накидать чего-то драматичного и типа символичного, и я люблю вот этот вот жест, и я его нарисовала, я и добавила вот этих вот стрел в спину, и иногда, знаете, вот иногда, если вы видите на картинке как-то много всяких символов и думаете, что же это значит, иногда ни хрена это не значит, иногда просто чтоб красиво было. Вот опять, кстати, вот это же, ну-ка, вот так, и руки это тоже были ее. И вот так. То есть героиню, у которой даже имени нет, я нарисовала 500 раз, а своих осов, у которых там какая-то история, типа какой-то у них там сеттинг. Зачем? Правильно? Но это еще не все.
потому что у меня есть папка еще больше. Это А3, по-моему, она даже не особо влезает в экран, но тут совсем мало картинок. Я постараюсь найти, как эта картинка выглядит в конечном варианте. Это у меня заказывали обложку для трека. Я столько возилась с этим. Больше всего я возилась даже не с самим рисунком, а с тем, чтобы найти шрифтовую гарнитуру без авторского права, потому что я очень боялась. О, господи, вдруг этого чувака засудят из-за меня, из-за того, что нашла ему гарнитуру, защищенную авторским правом. Но, в принципе, вероятность того, что на вас кто-то наедет, из-за того, что вы использовали для своей обложки, для трека в ВК чей-то шрифт, она маловероятна, то есть обычно более какие-то крупные коммерческие штуковины за это прессуют, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Это вот я точно нарисовала на циферблат, я помню. Нужно было нарисовать своих осов как раз-таки. И вот как бы технически это моя героиня, но она вообще на себя нифига не похожа. То есть эта картинка вообще ее никак не отражает. Единственное, что у нее сохранилось от нее, это вот этот ее шрам. Все остальное мне надо было что-то нарисовать. У меня был дедлайн. Я так люблю, я сейчас показываю не ее лобок, я показываю вот эти вот штришочки. Боже, я так их люблю. Мне прямо так приятно было их рисовать. Хочется посидеть и просто вот повыдрачивать вот такие вот штришочки прямо сейчас. Но я не могу, потому что мне нужно делать дела для универа. Вот эта картинка. Она, кстати, тоже с персонажем. Ну ладно, может быть, я немножко и рисую своих осов. У меня получилось, у нее какое-то очень нежное выражение лица, хотя суть в том, что наоборот, она как бы как цепь надевает ей вот эту на шею. То есть, ну, наверное, я просто плохо это нарисовала. Смысл в том, что что-то про золотую клетку, короче. Но из-за того, что я, наверное, плохо передала настроение, все такие: о боже мой, это так мило, такая милая картинка. Она не милая. Не страдаю. За кого вы меня принимаете, черт побери? Как говорится, вот и все, мистер Фродо. Еще один шаг, и я подойду к рисованию фурей так близко, как еще никогда не подходил. Она оттаскивает вот эти черепушки от вот этой штуки, которая их обглодала. Он выглядит так, будто бы она их, наоборот, несет к ним. Ну ладно. Ну и финальная большая медуза Горгона. Вообще-то вы ее, возможно, видели. Она была в 1,5 предыдущих видео в качестве фона. Она чуть-чуть меньше, чем А2. И, по-моему, это единственная моя картинка, которая нарисована красками и в которой вообще нет туши, которую я делала полностью красками без контура. Горжусь. И на этом на сегодня все. Если вам понравилось, я скоро, где-то года через 2, когда у меня накопится еще хотя бы 3 полноценки, я сниму еще что-то похожее. Поэтому, чтобы не пропустить такое знаменательное событие, вы можете на меня подписаться и понатыкать на всякие разные кнопочки.